Еще раз. Здравствуйте, друзья. 8 часов 2 минуты московского времени. Это Анапа. Меня зовут Александр. Я рассказываю на своем канале о том, что произошло в моей жизни за последнюю неделю. Сегодня в моей трансляции я расскажу о том, как я ездил в очередной раз в Москву, встретил Машу из Лондона. Расскажу, как я в дороге был, находился, и с Машей тоже в том числе. Расскажу о том, как я готовлюсь к завершению съемок в художественном фильме «Куда приводят хороводы». Расскажу о работе над моей новой книгой «Легкой рукой» про клуб «Последняя пятница», КПП сокращенно. Расскажу еще о чем-нибудь, о чем вы меня попросите в прямой трансляции, вот в чате, и отвечу на вопросы в комментариях, если кто-то будет смотреть в записи мою трансляцию. Вот. Ну, как вы знаете, завершилось путешествие Маши в Лондон. Готовились мы к нему очень давно. Ну, наверное, еще в прошлом году возникла такая идея у Наташи, у моей жены, отправить Машу за границу для повышения уровня ее владения языком немецким. Маша 4 года у нас изучала немецкий язык, она ходила к репетитору 2 раза в неделю без перерывов, и в каникулы, и летом тоже, то есть очень интенсивно она занималась с репетитором. Дошла до уровня B1, я учебники ей уже приобретал по интернету, немецкий B1. В этом году мы начали зондировать, куда можно Машу отправить. Оказалось, что в Германию, в Берлин не получается, потому что отсутствует счет. Такие условия Германия выдвинула, что чтобы отправить ребенка в Германию, нужен счет, иностранный счет в другой стране. Не обязательно в Германии, можно где-то в другом месте, но для нас это превратилось в проблему. Мы не смогли открыть этот счет. Сейчас, кстати, уже появляются возможности. Можно открыть счет, допустим, в Казахстане, и уже даже можно завести его без выезда в Казахстан. Но на тот момент, когда мы решали эту проблему, она стала нерешаемой. Мы решали эти вопросы с организацией поездки с компанией, сейчас я назову ее, какая она называется. Не часто мне приходится произносить. SMAPS Education. SMAPS Education – это московская фирма. Вот они занимаются организацией поездок за рубеж. Мы на нее вышли как обычно, по интернету, поискали, почитали рекомендации, отзывы, все нас устроило. И Наташа начала долгие-долгие переговоры с менеджерами этой компании. Вот именно от нее, от этих менеджеров мы узнали, что, к сожалению, в Берлин выехать Маше не удастся. Стали искать другие пути, стали смотреть другие страны. Австрия, нам нужно было немецкоговорящие страны. Австрия, Швейцария. Австрия мы не стали рисковать отправлять в Австрию, потому что нам сказали, что очень большой процент отказа в визе. Швейцария оказалось очень дорого для нас, даже на порядке дорого.
Поэтому нам предложили Великобританию, Лондон. Для нас, конечно, это было неожиданно, потому что Маша у нас изучала немецкий язык, и хотелось бы нам, чтобы она практиковала именно немецкий язык. Но делать было нечего, пришлось соглашаться на Лондон. Это уже, наверное, был месяц какой? Наверное, март-апрель, может быть, точно не знаю. Попросили репетитора, чтобы он теперь с Машей занялся английским языком, не прекращая занятий немецким. Одно занятие было в неделю, то есть одно немецкий осталось, другое английский. Таким образом, вот Маша стала изучать сразу 2 языка параллельно. Напомню, что она в школе английский изучает. И все, и потом подавали документы на визу. Мы с Машей ездили в мае месяце. То есть нам назначили день. Все это решала вот эта компания SMAPS Education. Она вела переговоры со школой SMAPS Education в Лондоне и с другими организациями, с которыми необходимо контактировать при решении данного вопроса. И вот с визовой службой тоже, поэтому нам назначили дату 13 мая, 12 часов, и мы к этой дате с Машей поехали в Москву на поезде, сдали документы и сразу же вернулись назад. Вот. Визу мы ждали какое-то время, наверное, месяц, может быть, с небольшим, я сейчас точно не помню. Но потом нам сообщили, что нам везут пакет. Пакет из Ростова, кстати, нам пришел. По крайней мере, доставка. Доставщик нам сказал, что это из Ростова. И в пакете вот был Машин паспорт иностранный. Вот он. И в нем виза. Вот так выглядит виза. Вот у нее тут печать стоит. И все, стали готовиться. Дорога у нас была через Азербайджан. Наша дружественная страна, поэтому Азербайджан дружит с другими странами, поэтому... А мы дружим с Азербайджаном, поэтому полетели в Азербайджан. Я-то не летал, Маша с группой. То есть я ее проводил до аэропорта Домодедово, вот в конце июля. Встретились там с группой. И все, и полетели они, ребята, все в Баку, а из Баку уже в Лондон. И все, начались там занятия. Дети там жили каждый в своей комнате. Проходили занятия с учителями на английском языке, конечно. Были экскурсии по городу. По всем таким значимым местам. В Оксфорд. Маше, кстати, очень понравился Оксфорд. И все, и, в общем-то, как у нас все это быстро пролетает, все время быстро, 2 недели пролетели, и я поехал за Машей опять в Москву встречать ее, на этот раз во Внуково, аэропорт Внуково международный. Теперь расскажу о дороге. Это была вот уже, когда мы с Машей возвращались, это была моя 8-я поездка на поезде.
потому что мне в этом году так хорошо пришлось поездить. Первый раз вот мы ездили с ней, подавали документы на визу, потом, ну, понятно, это раз поездка туда-обратно. Потом я ездил на съемку фильма, и это была 2 поездка. Потом я ездил встречать Машу. Ой, вернее, потом я, отвозил Машу, это 3 поездка туда-обратно, ну, в смысле, я ездил в Москву. И вот ездил встречать Машу во Внуково, это уже 4-я поездка. Ну, что сказать вообще о дороге, о поезде? Поезда разные бывают. Есть поезда долгие, когда 2 ночи проводишь в поезде, прежде чем доедешь до Москвы или до Анапы. А есть поезда, которые идут достаточно быстро. И вот о последнем поезде я расскажу. Это поезд 014, фирменный, Москва-Анапа. Я впервые, признаться, ехал в таком поезде, потому что, ну, во-первых, новый поезд, сразу видно, зашли, все хорошо. Персонал в новой форме одежды, это коричневые юбки, такие бежевые рубашки, белые галстуки, красные туфли у женщин. Постели были верхние уже застелены белыми простынями. Вместо титана, который на угле, нормальный такой электрический кулер, причем который дает горячую и холодную воду. Вместо вот, когда товары они просто раскладывают там на какой-то приступочке, теперь есть такой настоящий, хотя и маленький такой буфетик освещенный. Больше всего поразил, конечно, 2-й тамбур. Он очень такой просторный, просто такая, как размер, наверное, купе. Вот. И там очень удобно стоять. В этом контейнеры для мусора раздельные. Ну, стекло, пластик, пищевые отходы. 2 кабины биотуалета. В одной кабине душ. Душ никто не закрывает, душ прямо открытый стоит. В самом туалете такая керамическая глубокая раковина, автоматическая подача воды, пеленальный столик, унитаз такой сверкающий, никелированный, с гигиеническим душем. Что еще там? Ну, есть розетка для зарядки. Вода подается автоматически, когда руки подносишь к носику крана. Он, кстати, такой скрытый. Что еще там такого интересного? В туалете я еще увидел. Ну, понятно, туалетная бумага постоянно была в наличии. Вот эти вот бумажные для унитаза, как они называются, вот, подкладки. Потом коробочку я увидел, там такая коробочка матовая, металлическая, небольшого размера. Но я думал, может быть, это для полотенец бумажных, контейнер. Вот, потому что такой же я видел во Внуково, по-моему, там просто, да, тоже такая коробка, внизу дырка, и из дырки такое, как бы, просто такое бумажное бесконечное полотенце, просто его вытягиваешь и отрываешь, и вот пользуешься. Здесь тоже, смотрю, коробочка висит, дырочка внизу, думаю, ну что за... А бумага не торчит, думаю, странно, бумага не торчит, аж зачем же эта коробочка, зачем же эта дырочка, сунул туда палец, вот, и раздался гул, воздух оттуда пошел. Оказывается, это сушилка для рук. Вот, было тоже удивительно видеть это в поезде. И еще не описал, это дверь, которая дверь в сторону туалета и обратно в сторону вагона,
Она полностью стеклянная. На ней такие нанесены белые рисунки в виде такого, ну вот бамбука, как вот бывают бамбуковые шторы. И вот стилизовано, очень стильно смотрится. И самое главное, она открывается тоже автоматически. То есть нужно приложить палец к горящей кнопочке, дверь отворяется. И также она потом автоматически за тобой закрывается. Бесшумно, быстро. Вот, поэтому вот такой был поезд. Обслуживание, конечно, было хорошее. Женщина-проводник бегала с большими расширенными глазами. Прям в прямом смысле слова бегала. Ну, видимо, такой ответственный человек. Постоянно что-то вот видно, что очень переживает за свой вагон. И начальник ходил 2 раза. Утром ходил, вечером ходил, спрашивал, есть ли жалобы у пассажиров. Ну, то есть, как бы, пока все новое, это, конечно, все очень хорошо смотрится, приятно в таком поезде, в таком вагоне ехать. Конечно, понятно, что это стремление к европейским, опять же, стандартам. Вот. И, конечно, жалко, что поезд, вот я не знаю, производитель этих вагонов, кто надо уточнить. Хорошо, конечно, если их делают в России, но большое подозрение, что их делают где-то тоже за границей. И так как в Россию приходит все очень медленно, цивилизация приходит в Россию медленно, и я думаю, что, может быть, эти вагоны, они, ну вот еще до известных событий на 3 буквы, которые, может быть, по какому-то контракту они поступили на железную дорогу, но... А вообще, конечно, вагоны дерьмо. И ездил я в вагонах, где все как в советское время. Все как в советское время. Ну, единственное, что надежно, это еще ездит. Вот. И вот эти металлические раковины, и ужасные запахи в туалете, и теснота, и грязь. И никто ничего не убирает, все это замызгано. Единственное, что, ну, постоянно была бумага, полотенца бумажные были. Вот. Но тоже к концу кончались. К концу поездки, если ты пользуешься туалетом уже, когда подъезжаешь в конечный пункт, там уже ничего нет. Ни клочка бумаги, ни полотенца, ничего нету. Это, конечно, тоже не очень хорошо. А теперь по аэропортам. Пишите, если меня слышно хорошо, то пишите, слышно хорошо. Ну, я, видите, голос не повышаю, думаю, слышно меня должно быть хорошо. По аэропортам. Домодедово мне аэропорт понравился. Там светло, уютно, удобное кресло, вот такого вот бирюзового цвета. Мне этот цвет нравится. Вот у меня как здесь вот на моей рубашке тоже бирюзовый цвет. Вот такие вот там кресла. Там есть возможность зарядить телефон, то есть есть места, где для зарядки прямо вделаны вот эти вот USB-порты в кресло. Не везде работают, но можно найти. И, в общем-то, там достаточно свободно, там очень много свободных мест. И сам аэропорт мне показался такой более просторный, более удобный. Поэтому как-то, ну, хорошо, здорово там все. Поэтому, когда я Машу проводил, я там остался на ночь. Хоть и я не брал никакую гостиницу, я просто в кресле провел время, но зато у меня был интернет доступный, я часть времени смотрел YouTube, а часть времени продремал и утром поехал на Аэроэкспрессе опять в Москву. Аэропорт Внуково, хотя он тоже международный, но он мне показался таким каким-то серым, неуютным. Туалеты там маленькие, и я просто удивился, когда пошел утром в туалет, и вдруг увидел там очередь. Причем женщины, ну, обычно всегда наоборот, женщинам не хватает мест. А тут, наоборот, женщины заходят в свой, как говорится, дамский туалет спокойно, а джентльмены стоят
Джентльмены стоят, и такие все нервные. И один джентльмен такой кавказской национальности стоял прямо вот так вот в дверях, подперев руки в боки, и никого не пускал, потому что он ждал, когда освободится очко. Вот, друзья мои, как. Вот, и, ну, видимо, кто просто малую нужду справлял, он еще пропускал, а кто шел за большой нуждой, вот, он контролировал, то есть он открывал дверь и сопровождал взглядом, и если вдруг человек направлялся к кабинке, ну, там, я не знаю, они же были заняты, то он там начинал возмущаться, что тут я стою, и я тоже жду, и давай отсюда чеши, и у меня тоже мало времени, вот. И вот он там так регулировал очередь, и поэтому я потом, когда плюнул на это, ушел, нашел другой туалет, и действительно там всего было, по-моему, 3 кабинки. 3 кабинки, друзья мои. 3 кабинки на этаж в огромном аэропорту. Это, конечно... Причем это был международный сектор. Вот, вот где я... Вот где этот мужчина стоял, как швейцар, возле дверей туалета. Кстати, рядом мечеть, таблички одинаковые. Ну, одинаковый дизайн, написано туалет, а рядом туалет и это мужская фигурка, а рядом мечеть и полумесяц и звездочка. Ну, тоже как-то вот я считаю, что это какое-то такое неуважение со стороны администрации аэропорта к людям мусульманской веры. Вот, поэтому я бы это как бы, ну, я бы на месте мусульман возмутился. Ни хрена себе возле туалета. Почему-то православную часовню они не сделали, значит, хотя православная часовня тоже есть в аэропорту, но она в другом месте, в таком более нейтральном. Вот здесь почему-то мечеть рядом с туалетом во Внуково. Вот, поэтому нехорошо это. Вот. Но зато во Внуково мы с Машей хорошо провели ночь. Вначале, значит, я приехал туда пораньше, и стал искать, где что, как, что там есть, где можно помыться, потому что Маше нужен был душ. Душа, кстати, тоже там нету. Вот. И в капсульном отеле душ мне сказали, но мы с Машей встали потом в 6 часов, а я пошел в этот душ, а они говорят мне, тетка лежит там на кушетке, дрыхнет и говорит, 8 часов буду открывать душ. В общем, вот тоже такой вот какой-то совковый подход вообще к работе, к клиентам, понимаете. И это, знаете, будет, наверное, при нынешнем руководстве страной будет все это вот, я думаю, мы же сейчас куда катимся все назад, да, и все это вот будет. То есть надо отвыкать от цивилизации. Если раньше мы, когда приходили в магазин или куда-то в какое-то место, где нас должны обслужить, мы надеялись, что нам улыбнутся, что нам, значит, пойдут навстречу, так, как делается в Европе, на Западе. А по-советски это когда тебя просто посылают на 3 буквы, вот, и все. И вот как вот эта тетка, да, я говорю, а помыться можно? И она вот приподнялась, там такой полумрак, как бы вот эта вот стойка, где они принимают посетителей. И она там с кушетки такую свою заспанную мордочку поднимает и говорит, 8 часов буду открывать. Нет вопросов. То есть мы так далеко, как говорится, не уйдем. И мало того, что далеко не уйдем, мы назад идем вообще. Назад идем в каменный век. Вот. Так что вот, но зато там... и когда я искал, значит, вот этот про душ рассказал, как я искал, и получил потом утром отрицательный ответ, мягко так выражаясь. А еще я искал, где поспать. И, значит, иду и смотрю, там капсульный отель. Не тот, где вот тетка лежит, а другой, где самообслуживание. Такой смотрю,
Ну, стоят такие кабинки, интересные, конечно, кабинки, такие напоминающие, такие космические маленькие какие-то корабли, потому что там такой голубоватый свет внутри, какие-то панели там для зарядки телефонов, что-то все как-то так светится, вентилятор, ну, по-моему, телевизора там нету, вот, ну, все открыто и никого нету. Стоит стойка, на стойке стоит, значит, доска информации с QR-кодами, написано там 1 час 350 рублей, по-моему, 3 часа, ну, соответственно, там больше. По-моему, 650 за 3 часа. Стоит мужчина, вот, я говорю, а что за капсульный отель, как им пользоваться? Он говорит, слушай, говорит, тут, говорит, в этом отеле капсульном ни хрена не работает, вентилятор не работает, зарядка для телефона не работает. Видишь, говорит, двери все открыты. Ты, говорит, просто залазь и спи. Ну, чисто так вот по-русски. И, в принципе, я считаю, что если бы я туда залез, я бы, наверное, там и никто бы меня там не потревожил. Ну, а если потревожил, ну, я бы вышел. Вот. Он говорит, а если вообще хочешь, как бы... Я, говорит, дочку сюда, вот тоже, говорит, дочка у меня, я ее, говорит, сюда, она залезла, вот, говорит, в кабинку и закрылась. Ей, говорит, там хорошо, ей нравится. Но, говорит, у меня, говорит, до самолета 1 час, ну, до регистрации. А я, говорит, заплатил за час, а с карточки списала за 3 часа. Вот, говорит, они и здесь тоже накалывают нас. Поэтому, говорит, я через час уйду, а ты, говорит, приходи и хочешь в мою кабинку залазь. Она 2 часа будет еще оплачена. Ну, если уж ты хочешь там это. А так, говорит, в любую залазь, никто тебя не тронет. Ну, я думаю, ну ладно, интересно. Думаю, учту это. Вот она взаимовыручка наших россиян. Иду дальше, смотрю, там есть такая интересная тоже зона, написано «Территория кино». Тоже стоечка, девушка сидит, и кабинки такие. Кабинки, их, наверное, штук, наверное, 20. Штук 20 кабинок. Ну, просто такие, как бы, знаете, напоминающие шкафы, но с открытыми дверками. А вместо дверей цепочка. Ну, чтобы видно было, чтобы там ничем таким непотребным, наверное, не занимались. Вот. Поэтому они открыты. Я подошел, спросил, она говорит, если ты кино смотришь, там, по-моему, 1200 надо платить. Ну, и от 1200. Если просто для отдыха, 350. Вот. Там стоит такой достаточно широкий диван, мягкий. Есть столик, несколько розеток для зарядки телефонов, стоит телевизор, плеер для дисков, если ты смотришь там фильмы. Вот. Ну, если не смотришь, просто отдыхай. И вот когда Маша прилетела, я ее встретил, мы сразу же пошли в эту территорию кино. Я заплатил до 6 часов утра. То есть, ну, там за кабинку платишь, не с человека, а за кабинку. И Машу покормил. Там уже очень хорошо. Нам дали еще, значит, за дополнительную плату за 150 рублей подушку. Такую подушку, обернутую одноразовой наволочкой. Ну, вот, которые там дают эти вот в поликлиниках, там вот эти вот одеяло дали, плед. И все, и Маша посидела, потом смотрю, она такая грустная приехала. Вот, и потом она легла и уснула. Ну, и я тоже посидел, еще посмотрел YouTube, и тоже устроился. И нам на этом диванчике обоим хватило места. И я там поспал. Сначала думаю, потом думаю, проснусь еще до 7 часов продлю. А проснулся я наоборот в 5 часов. И как-то сон весь у меня прошел. И все, думаю, зачем доплачивать. Тут и Маша потом проснулась. И мы как раз вот до 6 часов там и просидели.
А теперь, значит, что? Вопросы питания. Ну, вопросы питания. Помывки мы решали, значит, на Павелецком вокзале. Благо вот от вокзала до вокзала ездить. Поэтому в этот раз, Маша, мы съездили на Павелецкий вокзал, и там в бизнес-зоне есть услуга душа. Душ 500 рублей. Дают еще такую сумочку, там всякие там шампуни, кондиционеры, расчески, платочки какие-то там. В общем, целая косметичка всякого барахла, вот, которая вот якобы нужна для помывки человека. Вот. Ну ладно, ничего, зато тоже РЖД, с логотипом РЖД. Ну, питались мы, тогда мы питались в какую-то столовую, зашли тоже на этом, прямо на Павелецком. Я об этом рассказывал, по-моему, даже в прошлый раз, да, вот. Поэтому не буду повторяться. Ну, цены, конечно, дорогие, особенно на вокзалах. Что еще? Так, сейчас прочитаем. Так, привет из города государственного преступника, привет из Владивостока, привет Андрей, привет Алексей. С меня лайк. Да, лайки, друзья, поставьте. Это большой мне плюс, подарок от вас. Вот прямо сейчас поставьте. А где это вообще прописано, что нужно в аэропорту делать религиозные комнаты, тем более мусульманские? Ничего крамольного не вижу, что туалет и молельная комната рядом. Ну, вот мне лично показалось, что это как-то неправильно. Неправильно. Тем более, если бы еще были какие-то разные оформления, то логотип, не логотип, а дизайн таблички туалета и дизайн таблички молельной комнаты одинаковые, понимаете? Ну, как-то это уже на подсознательном уровне уравнивает. Вот. И то, что две двери рядом, и двери тоже одинаковые, это тоже, ну, нехорошо, мне кажется, это нехорошо. Вот, если мусульмане меня смотрят, то напишите, пожалуйста. Сейчас православные храмы строят, где в нижней части храма есть туалеты. Ну, понятно, есть туалеты, естественно. А как же без туалета? У нас в Казанском соборе, в Чите тоже, да, туалеты. Очень даже хороший, приличный. Так. Капсульные отели в аэропортах — это хорошая тема, но только они очень дорогие, поэтому и пустые они. Угу. Так, что еще не рассказал? Про поездку рассказал, про впечатление Маши коротко рассказал. Ей все понравилось, она мне на обратном пути в поезде достаточно много рассказывала, что ей понравилось отношение учителей к ученикам, продавцы улыбались и делали ей комплименты насчет ее пирсинга. Водитель тоже, говорит, был с пирсингом. Ну и вообще там насчет пирсинга и татуировок никто не заморачивается. Ей понравились мужчины, которые ходят в деловых костюмах и в юбках по Лондону. Вот, я говорю, а на ногах у них что? Ну, она, Маша, посмеялась, и она как-то на это внимание не обратила. Она говорит, ну, наверное, в ботинках. Вот, поэтому так что как-то вот все вот так. Группы там были, кроме русской группы была мексиканская, бразильская и китайская. Она говорит, очень хорошие ребята из Китая. Очень доброжелательные, веселые, просто вот просто светятся улыбками. Ну, бразильцы и мексиканцы немножко там, конечно, другие. Вот, понятно, что не все одинаковые, но тоже хорошие ребята, тоже все они там и в своих группах занимались, и были смешанные группы, когда их там смешивали, и они там выполняли какие-то задания, играли во что-то. Вот, были, конечно, экскурсии, питание было неплохое, вот, учитывали то, что Маша не ест мясо, поэтому как бы можно было все это выбрать, все, ну, все, в общем, поездка прошла нормально, Маша
не отзывается очень хорошо. Так, я, когда поехал встречать Машу, у меня было несколько часов свободного времени. Я сначала сообщил об этом Игорю Звалинскому, московскому композитору, с которым мы написали песню про Анапу. Ну, я звонить не стал ему, просто сообщение так отправил. Но он как-то не откликнулся. Тогда я позвонил Никите Михайловичу Семенову, моему приятелю. Это внучатый племянник атамана Семенова, геройского атамана Семенова, вот, который Андрей Стрельцов знает. Вот. И тот ответил, конечно, и я поехал. Живет он на улице Воронцовские горы. Это район станции метро Новаторская. Новая станция, кстати. Я там никогда не был. Вот. Добрался туда быстро. Как раз дождь пошел. А Никита Михайлович какое-то время задержался. Он говорит: Александр, у меня дома ремонт, поэтому, говорит, давай с тобой встретимся где-нибудь, посидим, погуляем. Я говорю, с удовольствием. Сейчас погода хорошая, после дождя, все чисто, свежо. Район там хороший, благоустроенный, такой новый московский район, газончики там, все пострижено, все культурно, красиво. Электробусы ходят, тоже все эти электронные табло, где можно проследить, когда автобус подъедет, через сколько минут. Много, конечно, рабочих узбеков ходят тоже в спецовках, в касках, тоже такие все довольные жизнью. Вот у всех улыбки, все заняты, все что-то несут, какой-то инструмент. Там просто стройка рядом. Вот, но как бы стройку саму не видно, и они, видимо, ходили с одного места, ну, видимо, переходили как раз, было 17 часов, я не знаю, то ли у них там какой-то ужин был, то ли, может быть, пересменок, ну, вот они спокойным шагом ходили, никто не бежит. Вот, потом Никита Михайлович пришел, и мы с ним пошли в Воронцовский парк. Воронцовский парк здесь же находится рядом, в районе вот улицы Воронцовские горы. Парк достаточно большой, парк старый, и я думал, я был в гостях у Никиты Михайловича в 2013 году. Вот тогда мы с ним и познакомились. Ну тогда была зима, декабрь, была вот эта московская слякоть. И я ничего не запомнил, а здесь вот как-то обратил внимание, что парк, он говорит, да этот парк всегда, он еще, говорит, с времен Ивана Грозного. Вот, действительно, там стоят эти щиты информационные, написана история этого парка. Пруд, лодочная станция, есть утки плавают. Очень много беседок, скамеек, торговых точек, где продают там пиццу, гамбургеры, чизбургеры, там и мороженое, напитки. Так что, ну, все это очень такое маленькое. Вот. Тоже работают, конечно, одни узбеки и по обслуживанию парка, и вот в этих вот точках общепита. Мы с ним походили, ну, сначала посидели, поразговаривали, потом походили, поискали, где можно перекусить. Ну, как-то там нам все не понравилось. В основном продают выпечку, а нам хотелось вот посидеть, съесть настоящего русского борща. Тогда мы пошли с ним, сначала в Хинкальную, ну и вообще посмотреть здесь что. И сначала в одном месте мы перекусили, а потом пошли в грузинскую кухню, кафе такое, очень уютное, тоже мягкие диваны. И там официант рекомендовал нам харчо, суп харчо, и курицу какую-то тоже запеченную, салатик там, огурцы, помидоры посыпанный грецким орехом. Вот, я-то хотел борщ,
А Никита Михайлович заказал харчо, я заказал борщ, а официант говорит, ну, такой полный официант, такой смуглокожий, черный, такой грузин, говорит: слушай, дорогой, ну, это я так шучу, он так, конечно, не говорил, он говорил на чисто русском, он говорит: слушай, дорогой, харчо только что сварили, закажи харчо, не пожалеешь. Я говорю: хорошо, давайте харчо. И действительно, харчо был вкусный, с большими кусками говядины, прямо таких несколько кусков мяса прямо там было. В общем, я после этого ресторана объелся, я вообще в дороге ем мало, перебиваюсь как-то так, ну, на чаях, вот. И всегда помню, что мне нельзя толстеть, мне нужно только худеть. То есть мне нельзя идти вот в сторону набора веса, мне надо идти в сторону снижения веса и ликвидации всех этих видимых признаков потолстения, так скажем. Ну, с Никитой Михайловичем я объелся. Мы еще выпили с ним по кружке пива. Армянского, кстати, никогда армянское не пил, когда этот официант сказал, что пиво у нас армянское. Ну, армянское так армянское. В принципе, пиво хорошее, я бы его так по качеству, по цвету и по всем остальным параметрам сравнил бы с пивом, которое я тоже люблю. Это золотая бочка, по-моему, да. Вот, такое светлое пиво, мягкое. Поэтому мы с ним хорошо посидели, поговорили. Ну, теперь о самом Никите Михайловиче. Ему 82 года. Свой юбилей он не отмечал, потому что он у него попал на 2022 год, роковой и страшный и позорный год для России, поэтому он говорит, ну а так как Никита Михайлович, мы с ним взглядов одних, он говорит, что я вот из-за этого не стал. Юбилей был назначен, но в связи с началом вот этой катавасии, которая на 3 буквы называется, вот, он отменил свой юбилей. Юбилей он хотел справлять в каком-то институте геологии. Он сам геолог по специальности, он долгое время работал на Камчатке. У него есть научная работа о Тунгусском метеорите. Он нашел новую версию, которая, ну, широко как бы не распространилась. Ну, сейчас, кто сейчас думает о Тунгусском метеорите, да? Сейчас думают все о Курской области. Вот вы думаете о Курской области или вам тоже плевать? Вот. Просто говорят, что сейчас такое идет, как бы, знаете, ну, флешмобы, конечно, проходят. Флешмобы проходят, и когда в Курской области началось, там, значит, стали выкладывать Курск, мы с тобой, ну, свечами там или еще чем-то, вот. Но, по крайней мере, очереди в военкоматах не возникли. Вот. Поэтому, как сказал один очень известный политолог, сейчас Россия живет в режиме максимального зажмуривания. Вот. Поэтому это, по-моему, очень точно названо. Так вот, Никита Михайлович отменил в связи с событиями в России свой 80-летний юбилей и живет себе потихонечку в своей московской квартире, делает там ремонт. И я вот удивляюсь, человеку 82 года. Он делает стеллаж, для того, чтобы вот у него очень большое количество всяких там камней, экспонатов, которые он насобирал за свою деятельность в качестве геолога. И вот он делает стеллаж. Причем делает стеллаж таким образом, он говорит, я же, говорит, у меня потолки 2,70, и если я сделаю стеллаж такой, что его потом не вынесешь, что делать? Говорит, а вдруг я куда-то буду переезжать? И он делает разборный стеллаж, чтобы, говорит, в случае чего я мог перевести и мебель, и свою коллекцию спокойно.
Вот. Более того, у него были стеллажи неразборные, и он же задался целью, и он из них сделал разборные, то есть он их там попилил каким-то образом и модернизировал, чтобы в случае чего их можно разобрать и перевести. Вот это, да, вот это отношение к жизни. Мы с ним долго вообще говорили о том, чем вообще человек живет. Ну, я, конечно, свою теорию Франкла говорю, если у человека есть смысл жизни, он будет жить и будет жить ради этого смысла. А Никита Михайлович сказал просто, он говорит, знаешь, говорит, это все ерунда. И просто есть генетика. Вот, говорит, крепкий у меня организм, ну вот он и крепкий. А у кого хилый, ну как Высоцкий поет, если хилый, сразу в гроб. Вот, поэтому и он еще сказал, говорит, знаешь, говорит, вот это наше поколение, оно, говорит, очень такое крепкое. И говорит, вот я, говорит, геологов-то здесь много знал, но, говорит, поколение 60-летних, 70-летних мы уже, говорит, как бы похоронили, вот. А вот наши, говорит, старики, 80-летние, 90-летние, говорит, держатся. Да, говорит, они некоторые, конечно, уже, ну, так скажем, лежачие, но они живут, пыхтят. Я, говорит, с ними общаюсь, переговариваемся с ними по телефону. В гости, конечно, говорит, не ходим, но поддерживаем отношения. Сам он, в общем-то, такой достаточно крепкий, и это показало то, что когда там мы переходили улицу, зеленый свет загорелся, замигал, и он как, значит, побежал, и я за ним, в общем-то, еле-еле поспел. Он еще такой высокий, он под 2 метра ростом, и ходит быстро достаточно. Ну вот, по крайней мере, через пешеходный переход я за ним еле поспевал. Он мало изменился, я его видел последний раз 5 лет назад, даже не 5, а больше уже. Вот он здесь, в Анапе, отмечал 75-летний юбилей. И тоже, кстати, в грузинской кухне Колхида мы сидели. Так что он такой достаточно крепкий, он не изменился внешне, ну, в смысле, лицо его никак не... Я вообще думал, что 80 лет, думаю, наверное, он такой уже очень похудел. Нет, он нормальный, все это как и был. Вот, так что Никита Михайлович держится, слава богу. Он говорит, единственное, что я стал медленно все делать и уставать. А еще совсем недавно он принимал участие, ну это, наверное, года 3 назад, он принимал участие в археологических раскопках. Ну просто вот взял, завербовался, и понятно, что ему просто дали совковую лопату, так он говорит, я, говорит, там так усердствую, я, говорит, вообще люблю физический труд. Вот, и копал, говорит, я очень усердно, и даже мне, говорит, потом ребята-археологи сказали, что, ну, так не надо, потому что у нас оплата-то, это, так скажем, почасовая, поэтому они по кубометрам, поэтому не надо так глубоко зарываться. Ну, я его спросил, говорю, Никита Михайлович, ну вы нашли что-нибудь? Он говорит, ну, конечно, нашел, потому что, ну, Москва тут такой город, где ни копни, что-нибудь найдешь. Поэтому вот не теряет человек оптимизма даже в свои 80 лет, еще что-то делает, вот у него много еще мыслей написать что-то, и когда мы с ним сидели, написать и издать, и когда мы с ним сидели просто вот в кафе кофе пили, я ему рассказал, говорю, ну сейчас вот есть такая интеллектуальная издательская система Reader.ro, есть чат GPT, который может там какие-то мысли ваши привести в порядок и сделать что-то стройное. Вот. А на Reader.ro можно напечатать хоть брошюру, хоть книгу. И он ведь попросил меня, чтобы я ему это все записал на бумажке, что и он это хочет попробовать. Вот оно отношение к жизни, да. Не залез человек на печку и не стал там это грустить, а продолжает что-то делать, работать, думать продолжает, общаться,
Он смотрит YouTube тот же. Вот, потому что он говорит, я, говорит, это все смотрю, я в курсе и знаю, что по телевизору нас дурят, но умного человека, как говорится, на Микине не проведешь. Умный человек всегда найдет информацию ту, которая ему натолкнет его на размышления на какие-то. Вот, а не усыпляет. Что он еще сказал? Он говорит, да, сейчас, конечно, я стал уставать, и за компьютером долго не могу сидеть, в сон клонит, и работать так не могу быстро. Я бы, говорит, раньше этот стеллаж бы сделал за неделю, а я его делаю уже чуть ли не несколько месяцев. Вот. И я говорю, ну это же естественно, наверное, все-таки вот возраст туда-сюда. А он выдвинул свою теорию. Он говорит, знаешь, говорит, Александр, вот такая вот усталость, она не от возраста, не от здоровья, а от вот этого вот психологического состояния человека. Причем она, говорит, копится. И у меня, говорит, вот это состояние стало проявляться, копиться, ну, уже 30 лет. Вот. 30 лет. Копится. И он привел, говорит, я, знаешь, работал на Камчатке когда. И я, говорит, заметил, что там корейцы работали, и они очень так тоже, какие-то вялые были очень. Ну, не то, что там они сами по себе, нет, они вообще такие трудолюбивые, но, говорит, они вдруг это, почему-то там на Камчатке очень так сразу зачихали, чахнуть от слова чахнуть, зачихали, вот, стали чахнуть, вот, и, говорит, спасали, говорит, чем? Выводили из этого состояния вот этого вот какого-то сонливого. Черемшой. Ну, говорит, это черемша не та, которая здесь, вот я говорю, ну, у нас черемша тоже здесь же на Кубани есть. Он говорит, нет, это не та черемша, вот та черемша, которая на Камчатке, она, говорит, такая вот более целебная. Причем, говорит, она, говорит, под снегом растет. И, говорит, вот особенно весной, говорит, вот снег этот расчистишь, солнце, говорит, немножко нагрело землю и полезла черемша. И вот, говорит, когда эту черемшу начинали корейцы эти жевать, ну, видимо, работали там, что ли, они как-то они с ними взаимодействовали. Все, говорит, человек воскресал, оживал, наполнялся силами и приступал уже к работе. Вот. То есть еще и вот витамины важны для... И это состояние, кстати, он еще назвал цингой. Я говорю, ну, цинга это же когда зубы там выпадают, туда-сюда. Он говорит, нет, цинга это как раз вот, цинга это как раз общий упадок сил, а зубы это уже там вторично, третично, а первоначально это просто вот такое вот потеря энергии, что ли, да, жизненной какой-то. Вот, об этом мы говорили очень с ним много, я несколько часов с ним провел, с ним всегда очень интересно говорить, это очень такой живой, интересный собеседник. Ну, поговорили о том, что есть ли какие-то новости о Гиге. Гига – это внук атамана Семенова, которого власти забрали у его дочери Елены. Елена похоронена, кстати, в Новороссийске, я об этом тоже уже говорил. И вот этот вот внук Семенова, Гига, и он тоже был назван в честь Григория Михайловича, Григорий, а сам он себя называл Гигой. Вот. И вот Гигу это целая история, я писал о ней, и она у меня в книге есть, очерки. Кто не знает, может почитать или найти в интернете. Просто наберите Гига Семенов и найдете этот материал. Там все эти вот перипетии, связанные с Гиго Семеновым, они описаны. Никита Михайлович долгое время пытался найти этого Гигу. У него, возможно, другая фамилия, возможно, фамилия Семенов. Ну,
И он уже, конечно, понятно, тоже уже в преклонных летах. Может быть, он уже и не жив, но, может быть, живы и дети, внуки Гиги. Вот, поэтому где-то вот это вот, может быть, эта тайна когда-нибудь вскроется. Он говорит, ну, к сожалению, говорит, пока никаких новостей о Гиги нет. Вот. Ну, в общем, провели мы с ним хорошо время и попрощались. Я пошел опять на метро Новаторское. И интересно там было, я подхожу к... Ну, вообще хотел прогуляться, потому что после дождичка, хорошая погода, свежо. После ресторана я объеденный. Хотелось просто вот, ну, как-то немножко расслабиться, размяться. Подхожу я к стенду, к схеме московского метро, и стоит женщина. Тоже, видимо, не русская, таджичка или узбечка, в хиджабе. И тоже смотрит на схему метро. И вот мы смотрим, и я так говорю, а где наша станция? Ну, как бы на схеме. Она мне показала, говорит, вот Новаторская. Я говорю, спасибо. Я говорю, вот я сейчас с нее поеду дальше. Мне, говорю, надо до Внуково добраться. До станции аэропорт Внуково. Она так смотрит на схему и говорит, а вы знаете, я, говорит, 15 лет уже в метро не спускалась. Я говорю, да, говорю, интересно. А вы знаете, говорю, вот сейчас новая станция метро, они, говорят, делаются уже по-современному, новые материалы. Вот, говорю, Новаторская сделана вся в пластике, черный пластик на стенах, а на потолке, говорю, такие плиты тоже пластиковые, оранжевые и желтые. Такая, ну, говорю, сделано, в общем-то, так красиво, светло, но, говорю, это уже, понятно, не как старое, там уже нет никаких скульптур, лепнины, все вот так по-современному. Она говорит, да, пластик, интересно, надо спуститься посмотреть. И вот мы с ней постояли, и потом, ну, как бы еще поговорили о чем-то там, и потом попрощались, она пошла. То есть вот эти вот люди, узбеки или таджики, я не знаю, кто она, очень хорошие, доброжелательные, я очень много видел их. Вообще, конечно, в Москве их очень много, очень. Просто заходишь в метро, и сразу же вот видишь среди, ну, допустим, на 10 русских, там, наверное, человека 4-5 вот людей, которые, ну, узбекской или там таджикской или какой-то еще национальности, мусульманской. Может быть, конечно, там есть и дагестанцы, и чеченцы. Кстати, интересно, когда я встречал о чеченцах, встречал Машу вот в секторе международного аэропорта Внуково, ну и там, понятно, Астана, там Стамбул, и Баку, все это вот, и Грозный. Понимаете? Потом больше ни одного города нет. Это тоже же о чем-то говорит, да? То есть российский город, который субъект Российской Федерации, он на табло в секторе международном. То есть вот эти все там, значит, столицы и аэропорты зарубежные, и наряду с ними Грозный, единственный субъект Российской Федерации, он в ряду, да, тоже о чем-то говорит, да, поэтому тоже вот размышляйте, думайте. Ну и все, друзья мои, что еще? Так, сейчас я отлучусь, мне надо Машу разбудить, потому что Маше надо вставать и идти сегодня в поликлинику за справкой. 9 часов, так что чуть-чуть посидите. Посидите немножко.
Продолжаем. Сейчас прочитал, что в Новороссийске жили две дочери атамана Семенова. Елена похоронена точно, а Татьяна завещала похоронить рядом с сестрой. Обе дочери похоронены. Обе дочери похоронены на кладбище Кабахаха в Новороссийске. Мы были на могилах вот с Семеновым, Никитой Михайловичем. Дело в том, что он и вызволил вот Никита Михайлович, это такой человек очень большого, доброго сердца. Он вызволил Елену, он буквально выкрал ее из психбольницы, вот, и привез в Новороссийск сюда. Здесь уже жила Татьяна, и вот они жили, две сестры вместе. Умерли в Новороссийске. Вот. Это целая история, конечно. Вот это вот собачья КГБшная вот эта вот политика, когда людей просто гнобили, она-то ни в чем не виновата была. Она была просто дочерью атамана Семенова. И жила себе спокойно в Китае, сейчас не помню, город-то какой. Вот. И жила со своим маленьким сыном, вот это Гига Семенов, который родился там. Нет же, эти собаки, они ее арестовали и заключили здесь в тюрьму. И она 25 лет, ее приговорили, она пыталась бежать, была ранена, ей добавляли срок, потом определили ее в психбольницу. Вот. Ну, это очень такая, очень русская история. Вот история дочерей атамана Семенова. Вот, поэтому найдите, почитайте. Я вот говорю, что обе дочери похоронены на кладбище в Новороссийске. Если, Андрей, ты приедешь, мы можем потом съездить даже туда. Я знаю, где могилы находятся. Так, ну все, значит, о поездке в Москву я закончил, все рассказал достаточно подробно. Теперь о съемках осталось немножечко нашей трансляции. Значит, почему некоторые люди пишут: Александр, вы выглядите на 85 лет. Да мне, значит, плевать, что вы говорите, если кто-то так думает, потому что, ну, какая разница, я свой возраст вообще не скрываю, я не пытаюсь там выглядеть моложе. Понимаете, все это ерунда. Вот вы тоже когда-нибудь поймете, что это полная ерунда. Как человек выглядит, сколько ему лет. Вот. Берите пример вот с Никитой Михайловичем. В любом возрасте можно жить, можно думать, не потерять рассудок. Вот что главное, понимаете. А у нас сейчас, ну что толку? У нас много молодых, да мало, как говорится, вот людей-то таких умных, соображающих. Все отуплены вот телевизором. Вот, понимаете? Поэтому важно не выглядеть, а быть вот в разуме в своем. Вот, поэтому что еще? Что еще? Так вот, завершаются съемки, и завтра я выезжаю в станицу Варениковскую с ночевкой, где будут сняты последние наши сцены с участием моего персонажа Ведун-колдун. Почему именно в Варениковской? Ну, просто искали, там нужен был водоем, будем снимать на Кубани, на реке. Просто не успели в Москве снять, и, ну, будем доснимать здесь. Ну, как это бывает в кино. У меня там 2 съемочных дня, 15-16. Дело в том, что вернуться из Варениковки в Анапу не получится и потом поехать опять. Поэтому я решил ночевать в палатке. Ну, не я один там. Ну, Мальвина, понятно. Мальвина всю Европу объехала на велосипеде, и она привыкла ночевать, где ее застанет ночь. Поэтому для нее это очень в порядке вещей. И, слава богу, у меня есть палатка, у меня есть
спальный мешок, у меня есть коврик туристический, так что как-нибудь уж переночую. Проведу эти 2 дня. Единственное, что Наташа моя ворчит на меня, потому что у меня сейчас как раз период аллергии, это самый-самый вот пик. Я помню, в эти дни, когда я в казачестве был, мы ездили на сборы, как раз вот в это время они начинались, с 16 числа. Вот, и я там просто помирал от аллергии. Ну, ничего, не помер же. Вот, Наташа говорит, ты, говорит, конечно, зря едешь. Ну, что делать? Ну, надо. Искусство требует жертв. И потом я сбрею бороду, и, может быть, вот у нас следующая будет трансляция, прямой эфир будет 19 числа, тоже в памятный для России день. Помните, это день балета «Лебединое озеро». А кто знает, может что-то и повторится. Правда? Будем ждать балет. Так, очередной. Так что, может быть, в следующий, вот этот, в 19 число я уже буду без бороды. Вот. Да, съемки. Можно, конечно, мне еще участвовать в съемках. Тут у нас идет сейчас проект. Я сейчас вам покажу, кстати. Ой, сейчас, подождите. Покажу. Это я смотрю сейчас кастинги, и тут оказывается много чего нового. Ну ладно, я ищу другое. Сейчас покажу вам. Ё-моё, тут вообще ужас, сколько чего. Давайте-ка я сейчас это буду искать вместе с вами, чтобы вам интереснее было. Столько, оказывается, будет съемок. Вот я сейчас открыл. Вот смотрите, дорогие друзья, добрый день. С 26 августа у нас запускаются съемки нового проекта «Виноград» с Павлом Прилучным в главной роли. Съемки в основном будут проходить в Геленджике. В конце сентября будет несколько смен в Сочи, где несколько дней мне нужны будут постоянные актеры, 2 домработницы и садовник. Вот я бы мог что, садовником мог бы? О, да запросто, если я бы вот просто рвение какое-то проявил. Вот, что, из меня хороший бы садовник был, с такой бородищей. Вот, также вот смотрите, с 26 августа по 8 сентября в проект «Виноград» требуются гости в ресторан от 20 до 50 лет, 30 мужчин и 20 женщин в гольф-клуб, оперативники 4 штуки, водитель за рулем, 2-3 парня молодые, 19 женщин на родительском собрании, 10 прохожих 20-50 лет, 30 отдыхающих на пляже 18-55 лет. Кто еще? Вот. Но меня не это интересует, меня интересует проект, который вот... Вот, смотрите. Друзья, всем доброй ночи. Проект «Фарфоровый солдатик» наш. Мы снимаем в октябре в Новороссийске. Нам нужно отобрать одних людей на роли. Боевики от 18 до 60 лет, заложники, мужчины, женщины, дети. Представители ООН, военная полиция, боевики бородатые и усатые, заложники сирийцы, мужчины, дедушки от 55 лет и старше, борода, усы, чем седее, тем лучше, загоревшие, чернявые, кавказские или похожие. Женщины и дети тоже желательно национальности кавказцы, арабы или чернявые, на постоянку 10 дней, 5 дней, 5 ночей, дать возможность сняться в 7. Нужны еще европейцы, ООН, люди от 25 лет на роли послов ООН, европейская внешность, со своими классическими костюмами. Мужчины, женщины, присылайте обязательно фотографии туда-сюда. Вот, так что смотрите, вы видите как, и этих кастингов полным-полно. Вот видите, Сочи, для съемки продолжения фильма «Чебурашка» режиссер Дьяченко требуется мужчины 25-35 лет. Вот, ну и так далее. Вот куда ни ткните, вот нужен дублер вот этого такого человека.
Ну и много чего снимается и будет сниматься, потому что в основном съемки, вот самый сенокос это сентябрь-октябрь, такие съемочные дни. Ну, лето тоже, но в этом году вот в летом не очень-то было насчет съемок. Ну, я решил все-таки бороду брить, потому что, ну, год я не могу до октября. А потом, знаете, действительно, ну, сириец, не сириец, да, я там мог бы под сирийца закосить, и 100% я бы мог в этом фильме участвовать. 5 дней, 5 ночей, как там написано, но оно мне надо в массовке где-то опять на заднем плане. Ну, даже если меня крупно покажут. Зачем мне сейчас это нужно, если, правильно сказала Мальвина, если мы уже сыграли свои роли, главные роли в 2 фильмах, я буду ждать выхода этих фильмов. Вот «Рассвет уже близок» про Катю Соловьянову, где я играл роль фашиста Курта, и роль колдуна в фильме «Куда приводят хороводы». А еще у меня есть фильм «Путь», где я играл дедушку потерявшегося, которого разыскивала поисковики Лизы Алерт. Ну, этот фильм тоже немножко как бы не удался, этот мой первый фильм был. Вот. Не от меня это зависит, я отыграл свое. Ну, может быть, в каком-то виде, может, в черновом, я этот фильм еще посмотрю, увижу и вам покажу. Вот. Он планировался на фестиваль, но в связи с тем, что произошли непоправимые, значит, обстоятельства при съемках, немножко там допустили брак, чисто технический. Вот, этот фильм, ну, наверное, не состоится в таком виде. Но в каком-то виде, я думаю, его можно будет посмотреть. Вот. Что еще? Так что со съемками я закончу. Я Наташе вчера говорю: Наташа, я заканчиваю свою актерскую карьеру. Вот. Сейчас снимаюсь у Мальвины Третьяковой, брею бороду, брею усы и вот эти вот лохмы свои. Смотрите, какие у меня роскошные лохмы, друзья мои. Они уже уши покрывают. Я же... Время-то идет, я все обрастаю. Конечно, фактура-то хорошая. То есть я бы мог там и батюшку сыграть, и хоть кого. Ну, надоело. Хотя, видите, я уже сколько поездок совершил. И с такой бородой, в принципе, нормально. Все, я как бы привык. Единственное, что Наташа постоянно мне говорит, сколько можно, говорит, волосы эти собирать по дому твои. То, говорит, Валины волосы сыпались, то Машины. Теперь, говорит, еще твои седые, черные. Она как следователь. Волос увидит, ага, черный, твой. Или, ага, седой, твой. И вот так вот каждый день она мне вот это вот тычет, эти волосы. Вот. Я каждый день из-за этого с пылесосом тут бегаю, иногда в 2 раза в день. Вот. Поэтому, друзья мои, искусство хоть и требует жертв, но не таких. Вот. Понимаете? Поэтому прощай фильм «Фарфоровый солдатик», где я бы мог сняться в роли заложника, дедушки-заложника. Ну вот, хоть и борода у меня, знаете, борода сколько стоит, если ее клеить? Она стоит больших денег. Вот такие дела. Так что буду ждать выхода вот этих 2 фильмов, потому что если бы эти фильмы уже вышли на экраны, вот «Путь», «Рассвет уже близок» и «Куда приводят хороводы». И если бы кто-то сказал: отличные фильмы, Александр Полуполтин вообще там сверкал своим талантом, тогда бы я, наверное, конечно, сказал: да, надо, наверное, продолжить. А у меня никакой сейчас нету этой... стимула никакого, я не знаю, никаких откликов. Все, что я там делал в этих фильмах, пока еще непонятно, как я это делал. Плохо делал, хорошо делал, нейтрально делал.
Понимаете, поэтому у меня как-то вот этот запал пропал. Сейчас я вам покажу, сейчас я вам покажу кое-что. Все, кто досидел до этого места, вот маленький презент вам. А это, я так понял, Андрей. Вот кадры из фильма «Рассвет уже близок». Вот этот вот человек, который здесь стоит, это я. Вот я тоже. Ну да, немного, конечно. Ну вот этот самый такой характерный, где я именно в образе. То есть это не просто я там позирую перед фотографом, а это вот именно кадр из фильма. По пути как раз по пути театра. Ну, я понял, что театр все-таки не для меня. Мне кино интересней. Вот, видите, смотрите. Вот, Ксения пишет. Адрес клуба студии Анапа, улица 40 лет Победы, дом 114, число мест ограничено, просьба бронировать заранее. Вот она сейчас вот как раз в театре. Вот она, Ксения наша. Ну, это то же самое. Да, ну вот, одну афишку показал, хватит. Вот, она в нескольких уже спектаклях задействована. Но она только одна у нас пошла по театру. Вот. Кто-то пошел в кино, как мы вот с Антониной. Вот. Ну, остальные как-то еще свое рвение не проявляют. Может быть, еще у них все впереди. А я уж отыграл. Ролей достаточно. Вот. Так, теперь о книге. Продолжаю работу над книгой «Легкой рукой». Это книга о клубе «Последняя пятница». Я уже в прошлой трансляции рассказывал, что это книга-роман. Роман, потому что, я нашел отличительные черты жанра и решил, что это будет роман. Ну и все. Друзья, итак, сегодня пересидел, пошел опять Машу поднимать, может она еще спит, а ей надо срочно сегодня идти за справкой. Всем спасибо, всем добра, спасибо, что вы были со мной. Кто не задал свои вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. Просто пишите комментарии, как вам вообще эфир, понравился, не понравился, болтаю я лишнее или не болтаю лишнее. Интересно, неинтересно, кому, на худой конец лайк просто поставьте. Вот. Всем всего хорошего. Приезжайте в Анапу, у нас теплая погода, все хорошо, люди отдыхают. Я ехал когда в поезде, люди все позитивные, которые едут в Анапу, они просто
вот в таком в предвкушении отдыха, просто они в предвкушении какого-то счастья. И пусть это счастье у них будет, потому что сейчас очень такое нелегкое время. Кто знает, кто знает. Сегодня человек способен быть счастливым, завтра на него свалится какое-нибудь горе. Это наша жизнь, потому что все еще вот этот капец, так, или звездец, он продолжается, да, в России. Все идет вообще, катится кувырком. Об этом уже и я говорил, и многие политологи говорят. Поэтому, друзья, ну, живите сегодняшним днем. Завтра неизвестно, что будет. Пока-пока.